Доброе утро, или добрый вечер, или добрый день. Ну, а я же начинаю свою новую неделю оттуда, откуда и закончил ее. Городок Воз, Норвегия. В описаниях ссылка, как всегда, с моими передвижениями. И, значит, у нас на сегодня запланирована экскурсионная программа. То есть сейчас мы едем на выгрузку, затем 2 парома, чтобы добраться до второй выгрузки. Вот. И я так понимаю, на сегодня не будет задания. Задание будет на завтра, на утро, потому что менеджер вчера, в воскресенье, прислал мне сообщение, что типа стоим 45 часов, потом едем. Ну, значит, получается, мы никуда не опаздываем. Поэтому я в спокойном режиме двигаюсь в сторону выгрузки первой. И потом уже так далее пойдем. Цифровой профсоюз водителей. 2000 резидентов. Более 20 тысяч долларов фонд. Присоединяйся. Мы своих не бросаем. Был у меня план в воскресенье пойти в горы, но он не осуществился, потому что не были готовы мои видео. Поэтому, ну и дождь, в принципе, идет все выходные дождь, поэтому здесь уже не до прогулок. Стоянка хорошая, есть все необходимое, то есть душ, туалет. В ночное время, правда, туалет не работает. 2 магазина продуктовых, вода, то есть вообще все, что хочешь. Только стой. И вот в летнее время, если здесь стоять, конечно, да, классно здесь, что можно подняться вот в эту вот гора, которая справа. Ну и 11 октября уже. 11 октября. Где-то уже скоро должен пойти снег в горах. Но пока еще нету. И знаете, сложно сейчас снимать, конечно, начало недели, так как я еще не знаю, какая будет реакция на предыдущую неделю, потому что видео будет выходить только вечером, а ты уже снимаешь с утра. Вот. Ну, я думаю, в принципе, в любом случае для меня лично это будет и опыт, и прогрессия в Ютубе в самом. В общем, так я настоялся на выходные. И погода такая была мерзкая, что столько насобиралось конденсата у меня где-то на потолке, что сейчас при резких поворотах мне просто льется на голову вода откуда-то. Ну, капает, ладно, капает. Такое бывает, да, вот от таких перепадов температуры, и тем более, когда идет, наверное, дождь. Я не знаю, от чего это точно зависит. Ну, то есть, да, скорее всего, потому что идет дождь, значит, окна меньше ставишь на проветривание, и не так это все циркулирует внутри кабины. Автономка работает, влажность большая, вот оно так и получается. И мы к первой выгрузке приехали уже, где-то она здесь должна быть. Магазин у нас Плантациен.
Вон я вижу их красные флаги. Всегда главное в таких моментах правильно найти место въезда. И где же находится рампа, если она вообще есть. Бывает, да, что и нету, выгружаешься прямо с улицы. Но когда такие большие, то в основном всегда есть рампа. Так, первая выгрузка готова. Осталось у меня меньше, чем пол прицепа. И сейчас я поставлю поперечину и поедем. И я уже вожу елки. Как видите, 11 октября, но уже в Норвегию едут елки. Елок я сейчас очень много разгрузил в этот магазин. Вот стоит даже целый палет с елками разными и разного размера. Так что Новый год уже скоро. В Норвегии, по крайней мере. Так, надо по-быстрому отсюда утекать. Потому что сейчас я увидел, когда уже выгрузился, мне грузчик подписал документы все. И я увидел, что на одном палете сломан был горшок. Да, цветной горшок. Он на самом низу стоял и на углу. И он как-то оказался сломан. Я смеюсь предположить, что это было на загрузке. Потому что, ну, при перевозке я его повредить просто никак не мог. И, скорее всего, при погрузке эти тихари на ДХЛ арабские подсунули мне этот сломанный горшок. Естественно, на загрузке, как я не участвовал. Но и моя была ошибка, что я не написал в ЦМРке, что я не присутствовал на загрузке. Но здесь не увидели и бежим отсюда быстрей. И здесь у нас два направления. Наше направление Ставангер. И оплата с помощью бокса происходит, оплаты дорог норвежских. То есть просто мы спокойно проезжаем. Вот, что-то там загорелось. Все окей. Итак, и нам надо 5-я полоса для грузовиков. И как раз паром на подходе. А я пока вам покажу, как выглядит аппарат оплаты. Вот она, коробочка Brobis. Либо Brobis, либо Автопас. Автопас — это старая версия, то есть норвежской оплаты. Brobis — это уже новая. Поэтому, если вы едете работать на Скандинавии, проверяйте на машинах, чтобы у вас должна быть одна из этих коробочек. В общем, всегда надо смотреть на этих махающих руками, куда они махают, и без лишних движений. В общем, все как они говорят, так и делать. Бывает, что в редких случаях где-то далеко, где-то на редком, не на редком, точнее, на мало проходимом пароме вообще никого не будет, никто не будет стоять на тебя смотреть. Просто, ну, где-то какой-то человек будет там махать, но не будет показывать, в какую сторону, вправо-влево, то, естественно, вы становитесь так, как вам будет удобно. Ну и чтобы, конечно же, другим не мешать. На улицу обзора не будет, потому что у меня есть уже видео с парома. И, кстати, по-моему, я на этом пароме плыл, когда делал обзор. Оставлю ссылку на всякий случай в описании. Тем более на улице туман, то есть видимость маленькая. А обзор парома у меня есть этого. Поэтому я пока перекушу и продолжим потом свой путь. Ну, а я же выехал почти самый последний. И немножко надо протупить, помедленнее проехать, потому что сейчас в любом случае найдутся тормоза. Ну, и я уже вижу, что впереди они все там остановились почти.
иногда эти, которые выпускают машины, неправильные решения принимают. Вот, например, сейчас он задержал пустую голову, которая 100% бы хорошо поехала, и меня, пустого почти, с поднятым ленивцем. Вот. А легковые тормоза сейчас едут и ползут там свои эти 50-60. Да, поэтому, когда выезжаешь последний, если есть место, где остановиться, то лучше сразу остановиться, постоять минут 10 и потом продолжить свой путь. У меня же, как вы видели, что встать было негде. А на завтра, вероятнее всего, ну, хотя, может быть, и сегодня, конечно, но я что-то думаю, что все-таки завтра. У нас два варианта загрузки. Мой любимый мусор или же камни. Ну, не камни, там, бордюры эти тротуарные, или как их правильно там называть. Что-то в этом роде. Ну, по сути дела, мне все равно, что загружать. Но, конечно, мусор бы не хотелось бы мне загружать лишний раз. Раз в месяц, еще вот куда ни шло. Но когда ты каждую неделю его возишь, это, конечно, уже полный беспредел. Кстати, длина моста километр 77 метров. Да, вообще Норвегия, конечно, своими мостами, она известна по всему миру, потому что здесь везде вдоль всей Норвегии у них очень много мостов, и очень много мостов интересных, и очень много привлекающих туристов мостов. С большего, вот где вот именно все эти мосты интересные, которые соединяют острова. Так, все, я понял теперь. Значит, это был сейчас мост, по которому я говорил вначале, что проедем там мы в четверг. Я уже дни попутал, если честно. В среду, в четверг, да, утром. Мы на него не попали, но сейчас вот мы по нему проехали. И спускаемся в подводный тоннель. Антибак-тахограф, датчик колейки – лучшие мобильные приложения для успешной и безопасной работы в дальнобое. Ищите в Google Play и App Store.
парому. Здесь уже без вариантов, здесь одно направление на Ставангер. Так, 6 номер, 6, вот наша 6. 10 градусов за бортом. И посмотрим, как там будет на палубе. Да, я наверху, и идет дождь, поэтому по-быстрому покажу. Ничего, наверное, особо я такого не покажу. Значит, мы плывем по Бокнафьорден. Довольно-таки большой фьорд. Максимальная длина его 96 километров. Ну и погода у нас уже идет к зимней. Но еще не так холодно, ветра северного нету. Значит, не все так страшно. Вот спасательная такая шлюпка. И их тут, наверное, 4 ходит парома туда-сюда, туда-сюда, возможно. Где-то там радуга была, спряталась. И там где-то сидит капитан. No smoking. Что ж, чуть-чуть пошатывает, но слегонца. Сейчас внутри вам покажу кораблик, там стоит такая моделька. И дверь довольно-таки интересная открывается. Спасательные жилеты. И вот, собственно, модель, на которой мы плывем, я так понимаю. — 2007 года. 600 пассажиров вмещает и 24 грузовых, 212 легковых машин. Ну, как везде. Небольшая кафешка. Тоже жилетов целый шкаф. Так, ну а мы пойдем в машину.
45 километров до выгрузки. И сейчас еще мы будем нырять в подводный тоннель. Довольно-таки глубокий, но не самый глубокий в Норвегии. И все, потом уже выныриваем мы прям в Ставангере. Так что такие вот у нас пироги. Вот работает система, видите красную полосу? Система автоматического торможения, точнее аварийного торможения. То есть я приближаюсь ближе, если к машине, если у меня кнопка выключена, точнее, если система работает, то вот загорается красная лампочка. Если я приближусь еще ближе к ней, то начнется звуковая сирена такая, что кваканье, что я приближаюсь. В этих последних моделях Volvo она ужасно, конечно, настроена, что вот она постоянно загорается и пищит тогда, когда не надо. Ну, по Скандинавии это вообще не актуально. Поэтому я ее всегда выключаю нафиг. Точнее, не то я выключил полосы, я все выключаю, потому что полосы разметок в Норвегии меньше, чем в остальных странах. Здесь эти все системы абсолютно не нужны. А система аварийного торможения работает все равно даже после выключенной кнопки. То есть в случае экстренной ситуации машина нажмет на тормоз, если водитель не успеет этого сделать. Вот так вот это устроено. Пока мы едем на выгрузку, мне пришло задание. И, кстати, я попал в 5%. У нас загрузка будет не в Ставангере, а сегодня мне придется еще ехать около 200 километров. Загрузка будет в городе Лилесанд. Я еще не смотрел, что там за фирма. Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Вот. Я чуть позже ее загуглю, посмотрю, что там за она. И, значит, после выгрузки, то есть сейчас после выгрузки сразу мы едем в сторону загрузки. И завтра уже утром будет загрузка. Но мы пока идем по берегу фьорда в сторону Ставангера. И вот впереди тоже еще один. То есть сейчас я один проехал тоннель подводный. 100, по-моему, там 113 была его глубина. И сейчас еще один предстоит проехать. Так вот на выходе я выезжал, немного уши меня подзаложило, конечно. И этот у нас подлиннее. Байфьорд туннелем. 5,8 километра. Ну и потом вынырну, скажу, сколько была его глубина. 223 метра его глубина, то есть на 100 метров он глубже. Ну и у меня чуть мозги через уши не вытекли. Вот. Ну и пришлось мне ползти за этим литовцем, так как он тяжелый идет спереди. Или просто машина не едет, не знаю. Потому что на подъем наверх 2 полосы, но одна полоса до 7,5 тонн. То есть грузовым нельзя было по ней ехать. Поэтому я тянулся за ним полчаса. Ну и все, нам 20 километров теперь до выгрузки. Как вам такая магазинная тележка на дороге? Renault Twizy. Я их давно уже в Скандинавии видел. Но вот в странах Европы и тем более у нас таких я не видел. Ну, конечно, такое это вообще самый небезопасный транспорт, мне кажется, на дороге. Ну, конечно, очень удобно, я так представляю. Но все же. Хотели бы себе такой? Так, на подходе мы к выгрузке. Вот такой вот у нас. Отлично, бордюры не зацеплены. Так, и где у нас здесь? Что, куда, зачем? А, все, вспомнил, я же здесь был. Точно. Что-то я... Сейчас нам надо будет в этот вот поворот и за дом туда.
Опачки. Аварийку включим. Поедем. Много. Перебор. Ну вот я думаю, нормально. Да, что ни день, то веселуха. Так, выгрузился я успешно. Ни один палет у меня никуда не упал. В общем, можно менять профессию смело. Вот. Ну, а мне 240 километров до загрузки. Я знаю стоянку, куда я поеду. Поэтому не очень, конечно, все. Поздновато там буду. Ну,
как есть, ладно. Значит, пока я там шумахерствовал, вспомнил я эту фирму, на которую я сейчас поеду загружаться, точнее, ну, на завтра которая. И лучше бы я не вспоминал, вот что я вспомнил. Груз будет в таких бигбэгах, так сказать. И мне надо будет открыть две стороны. Вот в чем вся проблема. Вот, ну, единственное, что хорошо, что я об этом знаю, и как бы я уже готов к этому, поэтому я завтра сразу сброшу доски все на низ, откроюсь как бы и со спокойной душой буду загружаться. Тоже тяжелый груз будет, около 29 тонн. И выгрузка там же, тоже в том же месте, где я был и прошлый раз. Поэтому я это как-то все суммировал и вспомнил. Вот такие вот дела получаются у нас. Вот. Но пока я лечу, мне надо будет 45 минут отстоять. Как раз я поем за это время и уже доеду до стоянки. Поэтому чуть позже мы с вами встретимся. Ну вот и подошел наш день к концу. Я уже подъезжаю на стоянку. И мне завтра будет 5 километров от стоянки до загрузки. Поэтому старт будет у меня после 11-часовой паузы. Тут еще место может не быть. Но здесь с двух сторон стоянка, поэтому я в любом случае место найду. Ничего себе прикол. Реально места нету. Вот это да. Бывает и такое, да уж. Хотя раньше вот тут проблем с этим никогда не было. Ну ничего, тогда что мне делать? Поеду я на другую сторону. Наших здесь две машины стоит. Вот, завтра старт после 11 часов отдыха. Двухсторонняя загрузочка. И завтра тема пойдет у нас о том, что стоит знать перед тем, как ехать зимой в Скандинавию. Чем я пользуюсь и как ездить на цепях, когда их одевать, с какой скоростью ездить и так далее. Поэтому будет очень интересно. Ну а с вами был Федор. Всем удачи, до завтра.